Всем привет, с вами Марк, и в этом видео мы с вами будем обозревать Vivo X70 Pro Plus. У меня была всего лишь неделя на знакомство с этим красавчиком, но так как сейчас на Хайнане сезон дождей и тайфунов, и последние 4 дня шел непрекращающийся проливной дождь, к сожалению, видосов на него каких-нибудь классных для вас наснимать у меня не получилось. Но их я наснимаю на следующий аппарат. А сейчас обо всем остальном. И как всегда начнем с внешнего вида. Технические характеристики я вам зачитывать не буду, потому что вы их наверняка без меня сможете в интернете на официальном сайте найти. А вот чего не прочтете на официальном сайте, так это того, как телефон ощущается в руке. А ощущается он очень интересно. Вот эта вот задняя матовая спинка, стеклянная, очень похожа на Soft Touch, как и другие матовые спинки. Но если в основном Soft Touch отдает резиновостью, такой пластиковостью, дешевизной, то здесь очень интересное ощущение, как мокрая 2000-я шкурка. Пальцы очень приятно вот так вот скользят, с заметным сопротивлением. Боковые грани выполнены тоже из матового алюминия, насколько я понимаю, это алюминий. Телефон очень интересно лежит в руке, вызывает достаточно положительное впечатление. В комплекте также дают чехол. С внутренней стороны это обычный пластик, снаружи немножко такую под кожу текстура. Когда вы надеваете этот чехол на телефон, ощущение от телефона немножко упрощается, но боковые грани все еще открыты, и вот это вот ощущение матовости, особенно когда вы держите телефон за грани, не пропадает, и это здорово. Vivo придумали еще один способ оформления блоков камер. На мой взгляд, смотрится здорово, только непонятно, зачем вот эта металлическая пластина, но это уже другой вопрос. Комплектация, как и в случае с Honor Magic 3 Pro Plus, здесь просто царская. В комплекте положили не только внушительных размеров блок зарядного устройства, но и наушники ТВС. Очень приятный бонус. Также, так как телефон был куплен в первые дни продаж, мы получили в подарок беспроводную зарядку на 50 Вт. Она отличается тем, что у нее есть вентилятор для охлаждения телефона. Вы можете представить себе, насколько при 50 Вт беспроводной зарядки телефон может нагреваться. Что по экрану? В Vivo X70 Pro Plus, как и в большинстве современных флагманов, обычный OLED-экран. IPS уже давно канули в лету, поэтому первые несколько дней я наслаждался высокой яркостью. Яркости здесь хватает. Также мне понравилось, что цвета сочные, яркие. Здесь нет режима создателя, как на Sony. Приходилось привыкнуть к тому, что цвета яркие. Это здорово, красиво. И потом открылась обратная сторона медали. Шим. У меня начали болеть глаза от него. Если у вас чувствительные глаза к мерцанию, пожалуйста, обходите Vivo стороной. Лучше взять Magic 3 Pro Plus. У него 2000 Гц, по-моему, частота шима, поэтому глаза от Magic у вас болеть не будут. Но во всем остальном превосходный экран. Придраться, кроме шима, я могу только к тому, что углы круглые и есть дырка под Face ID. Здесь установлена только одна камера фронтальная, поэтому работает не так хорошо, как на Honor. Там две, одна монохромная. Ночью телефону не приходится выводить на экран яркую картинку, чтобы разблокироваться. Но это единственное мое нарекание. То есть ночью экран будет вас немножко слепить. Это может немножко напрягать кого-то. Меня не напрягало, если честно, но вам нужно знать. В принципе, разблокировка днем вообще без нареканий каких-либо очень быстрая. Мне очень понравилась вот эта вот индикация. Тут красивенькие такие огоньки бегают вокруг камеры. В целом вообще, то есть отлично. Face ID работает без нареканий. Касательно дактилоскопа. Он здесь работает тоже быстро, очень хорошо. Иногда, вот как сейчас, возникают некоторые нюансы. Но если вы перезабьете палец под всеми углами, у вас может быть работать быстрее. Мне на Honor, опять же, немножко понравилось больше. Там, на мой взгляд, то ли площадь больше, то ли что, но он чуть-чуть стабильнее на Honor работал. Теперь касательно Always On Display. Посмотрите, то есть вы поднимаете телефон, и у вас на экране есть время, и это все. Здесь вы не увидите, от какого приложения пришли уведомления. Также нет двойного тапа. Я нигде не нашел двойной тап для пробуждения экрана. То есть хотите пробудить телефон, либо поднимаете его, либо используете дактилоскоп. Не очень удобно. Если бы X70 Pro Plus существовал в глобальной версии, то наверняка мы бы получали уведомления здесь на экран от всех приложений, но он видит только WeChat, потому что это китайская прошивка. Но так как X60 Pro Plus в глобальной версии выпущен не был, скорее всего, нам придется смириться с куцым Always On дисплеем. И вот мы плавно подбираемся к двум самым сильным сторонам этого чуда смартфона. К его фотоначинке, к видеоначинке у меня были претензии, об этом позже. И к его звуковому оснащению. Если напрямую,
то он звучит просто восхитительно. Стереодинамики здесь, к сожалению, не фронтальные. Один здесь на боку. Поэтому немножко, конечно, стереопанорама отличается от того же Sony. Но звучит он очень чисто. Если сравнивать с тем же Honor, к сожалению, я не могу вам это продемонстрировать, потому что Honor уже ушел. Honor звучит громче, басистее и напористее. Но каша, просто каша. Здесь можно слушать металл из динамиков, и вы услышите детализацию в барабанах, в гитаре, в вокале. Вы услышите деталь из динамиков этого смартфона. Это просто умопомрачительно. Чтобы оценить установленный в этот смартфон ЦАП, я прослушал его в наушниках, вот в этих вот в лопухах. Я послушал его по Bluetooth, слушал его через USB Type-C переходник. У меня также есть выделенный ЦАП USB-шный, Type-C-шный. Я послушал по-всякому. Также слушал в своих затычках Astrotech AX35. Это гибридные арматурные затычки. По-всякому. И этот смартфон меня удивил. Очень ровное, хорошее звучание. Здесь также, кстати, есть интересные настройки. Можно включать-отключать ЦАП. Есть так называемая настройка Super Audio. Что она делает, неважно, но она звук портит. А вот что еще интереснее, что еще хуже может сделать звук. Human Ear Customization. Пользовательские звуковые эффекты. Здесь, короче, он предлагает вам пройти тест. То есть вы нажимаете сюда кнопочку при подключенных наушниках, и он начинает вам издавать различные писки на разных частотах. И если вы эти писки слышите, он компенсирует звуковую панораму в зависимости от того, какие звуки вы слышите или не слышите. Абсолютно бесполезная хрень. Я 3 раза попытался пройти в абсолютной тишине, и у меня получилась какая-то ерунда. Звук просто превращался в какое-то барахло. Поэтому отключайте все это барахло, просто включайте ЦАП и слушайте музыку напрямую. Насчет эквалайзера. Здесь есть эквалайзер, он 10-полосный. Его я тоже, как видите, не трогал. Я оставил все по умолчанию. Звук без всех этих ухудшайзеров превосходный. Очень рекомендую. Если вы фанат звука, я уверен, что вы многое готовы будете простить этому смартфону за то, как круто он звучит. Любителей мощной тактильной отдачи здесь может ждать некоторое разочарование. В Honor Magic 3 Pro Plus, на мой взгляд, вибрация куда сильнее. Однако не без нюансов. Когда вы набираете текст на Honor, почему-то срабатывает обычная вибрация. А здесь полноценный тептик. Очень приятное ощущение от набора текста. Перед тем, как я вам расскажу и покажу, что эта камера может, вам необходимо увидеть вот это. Слышите? Погремушка. С ростом размеров модулей камер в смартфонах их стало необходимо парковать, потому что такого огромного размера линзы могут повредиться, если их не парковать электромагнитами. Поэтому, к сожалению, как бы это ни было напряжно, это норма. Samsung щелкают, Sony щелкают, Vivo щелкают, все щелкают, это нормально. Поэтому не парьтесь. Так вот, самое главное, что вам нужно знать про камеры, перед тем, как я вам расскажу и покажу что-то дальнейшее, то, что здесь полноценно работает Google камера на всех модулях. И это самая позитивная новость, потому что на Honor не работает, на Huawei не работает, а здесь у вас вариантов съемки просто в 2 раза больше. Если вам не нравится, как работает стоковая камера, запустили Google камеру и сняли по-своему. HDR+, и все остальные понты к вашим услугам. Пока я монтировал это видео, ко мне пришло уведомление, что я не смогу обновиться до 11, потому что мой старикан ее не потянет. Это, если честно, облом какой-то. Я очень надеялся, потому что я даже подготовился. Мне друзья-китайцы подогнали сайт, на котором можно купить лицензию на 10 Pro, и с нее потом бесплатно обновиться до 11. Всего лишь за 500 долбанных рублей, $7,5. Если взять набор из 2 лицензий на Windows 10, то это обойдется еще дешевле. То есть вторая лицензия за $4. Ребята, вы таких цен даже на Авито, скорее всего, не видели. Поэтому не ленитесь, не пиратьте. Вам должно быть стыдно пиратить, когда такие цены дешевые на винду есть. В общем-то, это как 2 раза в Burger King сходить. Сделайте себе подарок, я прикреплю ссылку в описании к этому видосу. Не пиратьте. Vivo X70 Pro Plus превосходно справляется с задачей делать хорошие снимки просто в авторежиме. Особенно мне понравился искусственный интеллект. Он в этой маленькой иконке в углу милые такие пиктограммы рисует, показывающие то, что, по мнению телефона, на экране сейчас видно. Он также может подсказать вам, на какой модуль переключиться, или в какой режим сейчас лучше переключиться, там, в портретный, ночной. Это очень здорово, позволяет экономить время. Лично у меня разбираться во всех этих режимах никакого интереса нет, поэтому очень здорово, что он здесь подсказывает. Вот эти вот пиктограммы, смотрите, HDR желтенький, HDR беленький. Когда желтенький, значит, что подключился. То же самое касается у нас макрорежима. Смотрите, сейчас подключится макрорежим.
желтенькая иконка. Это очень здорово, потому что на многих телефонах нет возможности отключить эту фишку. Здесь вы ее можете отключить, и у вас не будет переключаться телефон на сверхширокоугольный модуль при попытке снять что-то очень близко. Давайте руками включим. Супер макросъемка. Очень близко можно поднести телефон к объекту съемки. Прям очень близко. Это что-то с чем-то. Реально очень интересно. Приложение камеры достаточно лаконично, и этим оно мне понравилось. Есть, конечно же, режим высокого разрешения, 50 мегапикселей на основную камеру, 48 мегапикселей на супер широкоугольный объектив. Ночь, портрет, все это есть, и оно работает. Больше всего мне понравилась простота и скорость в этом приложении. Теперь немножко про настройки. Настройки здесь достаточно скудные. Мне не понравилось, что нельзя менять разрешение, и оно будет всегда составлять у вас 12 мегапикселей для трех основных модулей, 8 мегапикселей для второго телеобъектива и 32 для фронталки. Но невелика потеря. Здесь можно отключить макияж для мужчин. Естественно, очень важно держать его отключенным. Композиция портрета. Я бы его не использовал, потому что оно, хоть и удобно, позволяет вам автоматически без нажатия на клавишу спуска получать портреты, но размещает оно всегда лица в самом середине кадра. На мой взгляд, это несусветная глупость, потому что нужно использовать правило третей. Далее у нас есть автофокусировка в движении. Так они назвали следящий автофокус. Я бы его рекомендовал держать включенным. И есть такая замечательная хрень, как стабилизатор. Позволяет вам оценить, насколько ваши руки трясутся. Некоторые люди также спрашивали, можно ли написать свой текст в водяную печать. Да, можно. Вот здесь включается, отключается. И также есть возможность автоматически делать снимки по касанию на экран, по слову cheese и показав телефону ладонь. Я отношу себя к тем фотографам, которые считают, что в фотографии самое главное не деталь, а цвет. Просто оцените тоновые переходы на лицах этих детей. Это просто что-то нереальное. То, как аккуратно этот телефон передает цветотеневые переходы, градиенты на коже, это что-то просто нереальное. Я никогда не видел, чтобы телефоны так аккуратно передавали цвет. На мой взгляд, это вообще лучшее цветопередача среди всех смартфонов, которые я просто держал в руках. То, что Huawei и Honor делал из кожи моей жены, это просто что-то дикое. Мне очень понравилось в целом, потому что с такой красивой цветопередачей у вас все портреты будут восхитительными. Посмотрите, да, здесь не очень хорошая деталь, но это памятное фото с охрененным цветом. Посмотрите на эти цвета, очень аккуратно передают. Отделение от фона на всех модулях тоже просто восхитительное, без всякого программного боке. Автофокус по глазам тоже мгновенный, он не гуляет нигде. Короче, это лучший телефон для портретов вообще, которых я видел. Я думаю, это просто топ. В сравнении с Honor и Huawei, особенно из-за цвета, да, может быть чуть хуже деталь, но по цвету это просто вообще конфетка. Я не знаю, как им удалось добиться таких натуральных цветов при мощном HDR, но даже при мощных контровых сценах свет и цвет остается красивым. И это, кстати, обычный режим, не программное боке. А вот программное боке, посмотрите на волосы, это просто шедевр. И цвета, и свет, вообще все здорово в этих снимках. И даже деталь на лице остается при таком контровом свете. Очень хочется похвалить отдельно то, что в Vivo откалибровали все 4 модуля по цвету и балансу белого очень близко. Конечно, основной сенсор немного более насыщенный, но это потому, что он просто по качеству выше. А в целом результат очень достойный. Я хвалил за это Sony и ругал за то, что у Honor и у Huawei отвратительная калибровка. Здесь все здорово. Как я уже до этого сказал, в телефоне есть огромное количество режимов, в которых легко можно заблудиться. Один из них супер луния, типа телефон фоткает луну. Но, друзья мои, это мошенничество чистой воды, не верьте. Сейчас я вам покажу. После того, как вы сфоткаете ее, в галерее будет другая луна. То есть происходит вклейка луны, которую заложили разработчики в телефон, на место той, что вы сфоткали. То есть это читерство, не круто. Но в целом ночные снимки очень впечатляющие. Яркие, четкие. Сравните это с темным, но атмосферным снимком с камеры, с Fuji. В целом, это очень хороший результат для телефона, я считаю. Вы можете после того, как уже сделали фотку, изменить у нее уровень размытия. И не только. Красивые зайчики начинаются с f2.0. И вы можете менять форму этих зайчиков, тапнув в другое место экрана. Очень прикольно. На самом деле, такая же тема происходит с обычными, с настоящими объективами. Видите, здесь с краю у меня другая форма при удалении от центра объектива. Если честно, мне не нравится все еще телефонное вот это вот боке, потому что оно ночью и на таком уровне размытия часто
просто косячит с отделением. Но если вы найдете хороший свет с красивым цветом, фотки будут шедевральными. И вот для сравнения, что можно получить на камеру. Другой уровень совершенно. На фоне выдающихся фотовозможностей Vivo X70 Pro Plus его видеочасть меня раздосадовала. И дело вот в чем. Все работает только в 1080p 30 кадров в секунду. Причем без HDR. Включаем HDR, все, у нас пропали и ультраширик, и телеобъективы. Кстати, вы могли бы сказать, вот же 2x есть. Смотрите, 2x, и мой палец не пропадает. Сравните это с фоторежимом. 1x, 2x. Видите, пальца не видно, потому что используется отдельный объектив. А в видео это кроп с основного модуля. И это странно, потому что ультраширокоугольный объектив, здесь тоже квадбайер на много мегапикселей. В принципе, он должен был бы поддерживать все эти режимы. Но не знаю. Включаем стабилизацию. Опять же, она у нас доступна только в 1080p. Включаем 60 кадров в секунду, стабилизация пропала. Ну, это суперская вивовская стабилизация. Ночной режим тоже у нас доступен только на основном модуле 1080-30. В рекламных материалах этого Vivo очень сильно отдельно нахваливали ночной режим. Сказали, что он может из ночи сделать день и вообще чудеса творить. Я, если честно, не очень в это все поверил, пока сам не запустил этот ночной режим. Я, чтобы проверить, насколько именно он из ночи и насколько именно он день творит, на самый отшиб города поехал. Вот я под мостом нахожусь, здесь вообще никого нет. Давайте включим этот ночной режим. И вот картинка преображается. Я сейчас отключу запись экрана и начну съемку. Только обратите внимание, у нас здесь есть переключатель на сверхширокоугольную камеру. Не обманывайтесь, в нем не работает. Хотя вот вроде бы как включатель, да, но не работает. Поэтому приходится снимать на основной модуль. Для того, чтобы у нас было какое-то сравнение, я взял с собой Xperia XZ2 Premium. Родоначальник всех этих ночных режимов, потому что в нем тоже установлено две камеры и отдельный чип, так называемый AUB, или по-английски ORB. Сейчас начну съемку на Xperia XZ2 Premium тоже. В общем-то, на самом деле прогресс виден. Высветляет Vivo очень сильно, но картинка очень неплавная. Смотрите, если на Sony картинка плавная, то Vivo, видимо, использует какой-то стекинг, скажем так, склейку в реальном времени. Или я даже не знаю что. Вот мой велосипед. Мой велосипед не видно вообще на Sony. Vivo что-то видит. То есть таки действительно ночной режим очень здорово. Давайте я немножко пройдусь. Вот этот белый грузовичок. Смотрите. Прям вообще на Vivo что-то можно разобрать, конечно. На Sony темнота. Вот там мой велосипед. На Sony вообще ничего не видно. Конечно, любопытная игрушка, но я не знаю, насколько это практично. Вам решать. Включаем 4К. И здесь есть приятный момент в том, что 4К поддерживает 60 кадров в секунду на ультраширокоугольном объективе. На Honor и на Huawei этого мне не хватало. Стабилизация приятная. Здесь есть еще 8К. Но это просто жуткий вообще режим. Ни стабилизации здесь нет. Роллинг шаттер какой-то вообще отвратительный. То есть вот эти все приколы не могут не расстраивать. И вам нужно запоминать, в каком режиме что работает. В 8К включили такой, смотрите в переключалку кадров в секунду. О, 60 кадров в секунду. Нажали 60, и разрешение упало до 1080p. Даже не 4К, хотя оно поддерживается в 60 кадрах в секунду. Есть еще у нас приятный бонус, это 240 кадров в секунду. Но они опять же работают только на основном модуле и только в 1080p. У нас есть режим логарифмической гаммы. Это здорово. И он тоже работает только в 1080p. Только на основном модуле. На фоне Sony и, извиняюсь, Apple, у которых работает HDR на всех модулях, и 60 кадров в секунду на iPhone, например, работают даже на ширике. Даже на селфи-камере. А здесь вообще, то есть, непонятная какая-то хрень. Смотрите, селфи-камера здесь 32-мегапиксельная, и на ней тоже только 1080p. Я не понимаю, почему так. Это, то есть, совсем не то, чего я ожидал на фоне выдающихся фотовозможностей. Но что есть, то есть.
Пишет он достаточно неплохое по качеству видео, детализация вас не расстроит, стабилизация тоже. Но нужно понимать, что вот эти все крутые режимы работают только в 1080p. И на самом деле iPhone с этим синим режимом, с размытием, который работает только в 1080p, это тоже удивительно. За такие деньги ожидаешь большего. Чтобы оценить производительность под нагревом и тротлинг, я поиграл в Genshin около часа, телефон в принципе не был горячим. Запустил тротлинг-тест на 100 потоков, Antutu прогнал. Телефон себя показал в целом хорошо. Как говорится, ничто не предвещало беды. А потом я вышел на улицу. Начал снимать видео, даже не видео, а просто запись экрана. И яркость уже через минут 8 упала до неприлично низкого значения. Косякам я также хочу записать то, что в этой оболочке нет привычных мне жестов. Я не смог развернуть уведомления, просто потянув за них. Это что за косяк вообще? Также я не смог уменьшить масштаб экрана, чтобы на экран влезало как можно больше инфы. То есть вы можете изменить размер шрифта, а масштаб нельзя. Разрешение, конечно же, можно менять, это все здорово. Можете немножко сэкономить батарейку. Также есть возможность менять частоту обновления экрана. Есть умная, есть 60, есть 120 Гц. Все это замечательно. Также есть какая-то хрень, которая типа улучшает видео во время воспроизведения. Но все это лирика. Вы наверняка ждете, что я вам расскажу об автономности, но с ней не все так просто. Здесь сначала вам придется разбираться с кучей китайских уведомлений, потом придется бороться с Wisdom Engine, который блокирует работу всех приложений в фоне. Без этого у вас даже в Telegram уведомления приходить не будут. Потом я начал искать, где же все-таки тот самый пункт в энергопотреблении, где говорится, сколько часов экрана у вас получилось выжать от одного заряда. Но здесь такого пункта я просто не нашел. Огромная куча настроек, которые мне лично не нужны. От того, чего надо, просто нет. Вот у меня было 6 или 8 часов экрана, но я не смогу вам это доказать. Просто нет такого пункта настроек. В чем прикол? Зато здесь есть боковой свайп. С его помощью можно вызвать камеру или настройки, или телефон из любого приложения. Также есть классный системный ассистент, который может в любом приложении распознать картинку или текст, которых есть на картинках, превратить это в текст, который можно скопировать. Даже есть некоторое подобие Google Translate системного, который в любом приложении может вот так вот прям выводить поверху. Можно подключиться к 2 сетям Wi-Fi. Можно сразу вывести в панель уведомлений, сколько у вас скорость в килобайтах. Есть ИК-порт. Можно даже телефоном использовать в качестве пульта для того, чтобы телеком управлять и не тянуться за пультом, где вы его потеряли, возможно. Куча кастомизаций рабочего экрана. Индикация дактилоскопа. Индикация разблокировки дактилоскопом. Индикация всего, чего только можно. Все это настраивается, но того, чего нужно, здесь просто нет. И все это барахло весит в вашей оперативке ни мало ни много 7,2 гигабайта из коробки. Это кошмар какой-то. И вот настало время подводить итоги. Король умер, да здравствует король. Vivo. Что вы думаете по поводу Vivo? На мой взгляд, это безоговорочная победа, но только в 2 дисциплинах. Звук — это просто оргазм ушей. Если вы не слушали смартфон с ЦАПом, то вы не слушали хорошего звука. К сожалению, не все ЦАПы про качество, некоторые ЦАПы только про громкость. И это бывает, правда так. Но на Vivo действительно нормально разведен, я получил удовольствие от прослушивания музыки. И 2 — это цвет. Записывайте. Марк сказал, что у Vivo лучший смартфонный цвет. Смартфоны прячутся, просто в панике убегают от Vivo. Я не знаю, как им этого удалось достичь, но это действительно лучший смартфонный цвет. Я такой кайф получил впервые, когда перешел со смартфона на свою камеру Fuji. Я начал снимать и обнаружил эти гладкие цветотеневые переходы на лицах, на листве. Это кайф, когда ты начинаешь действительно видеть разницу между дешевым смартфонным фото и качественной фоткой с камеры. И я снова это ощутил, взяв в руки Vivo. Разочарований здесь тоже хватает. У Vivo отвратительная видеоначинка. Я не понимаю, как можно было это рекламировать как видеодостижение, когда все, что он может, самое крутое, это только в 1080p доступно. Да та же самая хрень с айфоном. Выпустили этот синий режим и только 1080p. Не, я, конечно, понимаю, возможно, им не хватает мощности, но так это маркетить, при том, что оно только 1080p, это должно быть стыдно. Также все остальное в этом смартфоне тоже средненькое. Нет always-on дисплея адекватного. Вы, то есть, не можете понять, в какое приложение вам только что уведомление пришло. Качество связи, кстати, первоклассное. У меня в лифте никогда не терялась связь, и многим людям это будет важно. Есть запись звонков из коробки.
Это действительно важно для многих людей. А в остальном обычный смартфон, ну как для меня, обычный. Нет LED-индикатора, нет 3,5 мм джека, нет microSD слота и многие другие недостатки. Также этот самый фронтальный стереозвук. Вы поверните одну колонку у себя, если у вас там колонки поворачиваются, если они отдельные, поверните одну в сторону и начните слушать. И эти люди мне говорят, что фронтальный стереозвук на смартфоне не важен. На мой взгляд, важен. То есть недостатки у этого смартфона. Также к ним относится экран. Он яркий, он красивый, но он шумит, собака. У меня от него глаза болели. У меня от Sony не болели глаза. Там 480 Гц. У меня от Magic не болели глаза. А от Vivo болели. Поэтому вот я не знаю. И самое, конечно, негативное впечатление у меня оставила прошивка. Это... У айфона всего 6 гигабайт оперативки. Всего 6. Vivo своим барахлом занимает 7 гигабайт при первом запуске телефона. Это ни в какие ворота. Я реально не понимаю, куда катится мир, но вот что есть, то есть. Если вы любите фоткать, если вы любите звук, вы простите Vivo его недостатки. Я уверен, тот кайф, который я получил от прослушивания музыки и от фоток, может перевесить. Может. Особенно за ту цену, за которую Vivo продается. А стоит он дешевле всех остальных конкурентов. Поэтому, конечно, хорошие новости. Если вам интересен Vivo, пишите мне в Telegram, я помогу ему его заказать. До встречи в следующем видео.